Привет, лучшие! Жестокость уже давно укоренилась в видеоиграх. Слухи же о том, что из-за жестоких видеоигр люди становятся неуравновешенными, были не раз опровергнуты учеными. Естественно, из всех правил есть исключения, но это скорее зависит от особенностей психики. В основном в таких играх мы убиваем монстров и разносим на куски зомби. Но есть и такие экземпляры, которые вызывают много вопросов, и цель создания которых не до конца понятна. Этот топ содержит оба типа игр, но те игры, что находятся на вершине, наверняка шокируют вас своей откровенной жестокостью. Видео с подобной тематикой пессимизируется ютубом, поэтому у меня к тебе есть просьба. Поставь лайк и напиши комментарий к этому видео. Например, в какую игру из этого топа ты играл и какие у тебя остались впечатления. А мы приступаем. Это топ-20 самых жестоких игр всех времен. Двадцатое место. Grand Theft Auto. Эту серию игр не знает разве что отшельник, живущий в пещере последние 20 лет. Первая игра из серии GTA вышла еще в 1997 году. Наверное, самые главные фишки игр этой серии — это нелинейность и огромная свобода действий, особенно на момент выхода первых частей. В этой свободе и кроется неоднозначность принимаемых игроком решений. Мы можем в любой момент угнать любую машину, вытянув водителя на асфальт. Можем затеять драку или перестрелку с любым проходящим мимо NPC, либо вовсе устроить заварушку, которая в итоге приведет к настоящей охоте на игрока и военному положению в городе. Конечно, в GTA есть система наказаний игроков. За противоправные действия нас объявляют в розыск, и степень его повышается, если вы продолжаете нарушать закон. За вами будут гоняться полиция, ФБР и военные на танках, но это обычно только придает остроты ощущениям и вызывает спортивный интерес. 19 место. Кармагеддон. Серия этих аркадных гонок стартовала тогда же, когда и серия GTA в 1997 году. В Кармагеддон игроку предстояло на своем автомобиле сражаться против других автомобилей, управляемых компьютером. Смертельные гонки проходят в городе, шахтах, на заводах и других картах. На каждую гонку дается ограниченное время, но его можно увеличить, собирая бонусы, нанося ущерб автомобилям конкурентов и избивая пешеходов. Чтобы победить, нужно либо проехать гоночную трассу, либо уничтожить авто всех соперников, либо убить всех пешеходов на уровне. За последний пункт эта игра и попала в мой топ. Изначально разработчики хотели наказывать игрока за сбитие пешеходов, но потом решили наоборот – награждать, чтобы сделать игру более спорной. И у них это вполне получилось. Игра была запрещена в части стран, а в некоторых странах пешеходы и животные были заменены на зомби либо роботов, а кровь была заменена на зеленую. Впрочем, это не уменьшило интерес к ней игроков, желающих выпустить пар. 18 место. Чиллер. Этот интерактивный тир изначально был выпущен на игровых автоматах со световым пистолетом, а затем портирован на приставке Nintendo. Название игры можно перевести как «охладитель», возможно из-за того, что она помогает остыть, выпуская свои эмоции, а может и потому, что она содержит в себе сцены изощренных убийств людей, которые приводятся в действие выстрелами игроков. Уже на первых уровнях Чиллер нам повстречаются комнаты со средневековыми орудиями для пыток, в которые заключены человекоподобные существа. Задача игрока — найти способ как можно быстрее и кровавее их убить, приведя в действие смертельный аппарат и стреляя в определенные точки. Эта игра до сих пор вызывает негодование у игроков из-за неоправданной жестокости, направленной на беззащитных существ. 17 место. Loaded. Мало кто знает эту безумную серию игр. Все дело в том, что она выходила лишь на Sega Saturn и PlayStation. Игры представляют из себя безумный экшен-шутер в стиле научной фантастики с видом сверху.
Корни этого безумства находятся в комиксах DC Vertigo для взрослых. Главные персонажи — это сброс антигероев, психопатов, извращенцев, мутантов и маньяков-убийц. Они единственные, кто способен спасти мир от суперзлодеев. Этакий отряд самоубийц на максималках и с очень черным юмором. Именно из-за него, а также чрезмерного насилия, литров крови и световых эффектов серия стала печально известной. Игрок должен исследовать локации, передвигаясь из комнаты в комнату и разгадывая загадки, превращая все живое на своем пути в кучу фарша. К слову, несмотря на свою скверность, первая игра серии уже за одну неделю после релиза была продана в количестве 250 тысяч дисков. 16 место. Hotline Miami. Эта серия игр похожа на предыдущую. Это тоже 2D экшн-шутер с видом сверху, но уже в стилистике неоновых 80-х. Но в отличие от Loaded, тут присутствуют элементы стелса, а также проработанный сюрреалистичный сюжет и отличный саундтрек. Возможно, это изгладило ту жестокость, которая преобладает в этой атмосферной серии игр. Практически каждый уровень нам нужно полностью зачищать, периодически сталкиваясь с боссами. Для этого игроку дается целый арсенал огнестрельного, холодного и метательного оружия под индивидуальный стиль игры. При этом главный герой умирает с одного удара, что заставляет откинуть все мысли о гуманности и просто выживать. Игра изобилует расчлененкой, количеством крови и смертельными добиваниями. А в конце каждой миссии локация просто усеяна трупами, либо тем, что от них осталось. 15 место. Resident Evil. Если последние пару десятков лет вы провели в подвале без доступа к интернету, то, конечно, вы не будете знать о существовании этой серии игр. Иначе она просто не могла пройти мимо вас, ведь эта франшиза постоянно попадает в поле зрения, особенно последние годы. А ее 8-я полноценная часть получила звание игры 2021 года на премии Steam. Сам я играл в эту серию игр еще в 11-летнем возрасте на своей PlayStation. Вторую часть игры мне по ошибке подарила моя тетя на день рождения. Если бы она разбиралась в играх, возможно, я бы никогда не познакомился с первыми частями этой серии. Сюжет всех частей игры косвенно или напрямую рассказывает про жуткие эксперименты с вирусами и биоорганизмами, которые производит международная корпорация Umbrella. Практически все серии игры — это survival-хорроры, но некоторые части — это скорее 3D-шутеры и даже рельсовые шутеры. Разрабатывая первые части игры, создатели вдохновлялись фильмами Джорджа Ромеро, которые были посвящены живым мертвецам, и пытались создать по-настоящему страшное творение. Сюжет первых 3 основных игр рассказывает нам о распространении Т-вируса, который разрабатывался для создания биологического оружия Тиран и последующей биологической катастрофе в Ракун-Сити. Буквально все существа там превратились в хищных и жаждущих человеческой плоти монстров. Играя за членов специального отряда полиции Старс, игрокам предстояло пробиваться через толпы зомби, сталкиваться с последствиями жутких биологических экспериментов и существами, которых они породили, попутно распутывая головоломки и погружаясь в сюжет. При этом они сталкивались с зашкаливающим на то время уровнем жестокости. В играх присутствует много крови, расчлененки, большинство существ кровоточат и сочатся телесными жидкостями. А некоторые вовсе представляют из себя живую биомассу, издающую при передвижении ужасные противные звуки. При этом у игроков постоянно заканчивались патроны, а каждое столкновение с жуткими тварями могло стать смертельным. И это привносило свою долю напряжения в игру. Начиная с Resident Evil 4, сюжет начал отходить от канона, а градус насилия начал снижаться из-за требования платформ, на которых она распространялась, и рейтинга ESRB. Но несмотря на это, серия игр Resident Evil продолжает существовать и радовать любителей пощекотать себе нервы. 14 место. Silent Hill. Думаю, многие в СНГ смотрели фильм с аналогичным названием или слышали про него. Намного меньше людей играло в саму серию игр, особенно в первую часть, которая была эксклюзивом для PlayStation. Тем не менее, Silent Hill является одной из родоначальниц жанра survival horror и одной из самых известных серий игр в истории. И, кстати, первым survival хоррором с полноценным 3D окружением, в отличие от той же Resident Evil.
Действие франшизы происходит в вымышленном городе Silent Hill, в который герои попадают разными способами и через разные сюжетные арки. Но всем им предстоит пережить ужасные события, ведь в городе реальность пересекается с измерением, наполненным жуткими, отвратительными, кровожадными монстрами. Пытаясь найти ответы на вопросы и выход из этого жуткого места, нам предстоит пройти 7 кругов ада, пережить много по-настоящему пугающих событий и применять насилие для того, чтобы выжить. Silent Hill отличается от подобных ей игр глубокой проработкой сюжета в стилистике психологического хоррора и особой атмосферой. Игрок тут постоянно чувствует тревогу, безнадежность и уязвимость. А усиливают эти ощущения эффекты типа непроглядного тумана, сквозь который нужно пробираться с фонариком, практически не имея возможности ориентироваться в пространстве. И, конечно же, жутко атмосферный саундтрек от Акиры Ямаоки, от которого по спине пробегают мурашки и выступает испарина. 13 место. Saw. Вдохновленная франшизой «Пила», эта серия игр рассказывает нам о безумных экспериментах конструктора и его учеников. В ней игрока вынуждают проходить жестокие и нередко садистские испытания и схватки, для того, чтобы разгадать все загадки и выйти живым из этого ужаса. В отличие от фильма, тут нам предстоит, кроме разгадки головоломок, также периодически сталкиваться с другими жертвами экспериментов конструктора и биться с ними за жизнь. Игроки постоянно будут видеть кровь, расчлененку, жуткие и неприятные садистские сцены и испытывать двоякие чувства. При этом у нас есть шкала боли, которая ограничивает наше время прохождения испытаний. Если она заполнится до прохождения испытания, игрок умрет. Смерть игрока нам показывают во всей красе. Думаю, что чувствительные люди уже на этой игре остановят свой топ жестокости. Ну а мы идем дальше. 12 место. Dead Space. Dead Space — это целая вселенная, состоящая из компьютерных игр, анимационных фильмов, книг и комиксов по их мотивам. Действие Dead Space происходит в далеком будущем. События основных игр серии разворачиваются в 26 веке, в космосе и на разных планетах. Герои игр сталкиваются с некроморфами, чудовищными тварями, в которых под воздействием инопланетных обелисков превращаются человеческие трупы. Эти монстры настолько страшные, что даже у Гигера и Лавкрафта задергается глаз. Кровь здесь льется рекой, а внутренности и расчлененка присутствуют повсюду. Игроку доступны различные добивания и убийства монстров, среди которых разрезание резаком, поджигание огнеметом и прочее на любой вкус. Несмотря на жестокость, у этой серии игр сотни тысяч фанатов по всему миру. 11 место. The Evil Within. Еще один survival хоррор в этом топе. В Японии эта игра известна как Psycho Break, что переводится как «Психоразрыв». Игра была разработана под руководством Синди Миками, создателя серии Resident Evil. Общей сюжетной связи с Resident Evil у этой игры нет, но темы, образы и элементы геймплея схожи. Все действия The Evil Within происходят вокруг полицейского детектива Себастьяна Кастеланоса, его семьи и коллег. Ему приходится пройти через настоящий ад с чудовищами и насилием. При этом игрок должен стараться как можно меньше попадаться монстрам на глаза, что усложняет геймплей. Но если происходит стычка, без крови никак. В игре проработана расчлененка как монстров, так и главного персонажа. Кроме того, присутствуют литры крови, ужасные создания, состоящие из конечностей жертв и биомассы, и изувеченные трупы. В общем, полный набор для моего топа. Итак, мы уже на полпути к вершине топа самых жестоких игр всех времен. То, что вы увидите далее, может вызвать шок и нервозные состояния даже у самых стойких к насилию зрителей. Но прежде давайте взглянем на игры, которые не попали в этот топ, но тем не менее достойны внимания.
Ну что, все готовы? Тогда мы продолжаем. Впереди топ-10 самых жестоких игр за всю историю. 10 место. The Punisher. Этот 3D-шутер от третьего лица, выпущенный в 2005 году, с виду ничем не отличается от своих собратьев по цеху. Но мнение игрока меняется уже в первые минуты геймплея. На самом деле игра изобилует сценами жестокости и нецензурной речью. Взять хотя бы сцены допросов бандитов для получения ценной информации. Поймав одного из них, мы приступаем к запугиванию, удерживая уровень страха допрашиваемого, пока он не расколется. При этом у нас есть несколько стандартных процедур, в которые входят, например, угрозы пристрелить, удушение, избиение кулаком и избиение лицом об пол. Также существуют локации на уровнях, в которых мы можем провести спецдопрос при помощи подручных средств. Например, циркулярной пилы, аквариума с электрическими угрями, печи крематория и прочих изощренных способов. За успешный допрос игрока награждают здоровьем и информацией. Кроме того, в игре присутствует расчлененка, хлещущая из ран кровь и не исчезающие с локации трупы, напоминающие о ваших садистских похождениях. 9 место. Harvester. Этот приключенческий point-and-click проект вышел в далеком 1996 году, когда игровая и медиаиндустрия еще не были скованы цензурой так, как в наше время. Ее сценаристом и режиссером стал Гилберт П. Остин. Одной из фишек этой игры является использование реальных актеров, что придает ей пугающую реалистичность. Главный герой Стив Мейсон просыпается в вымышленном городке Харвест в 1953 году, абсолютно не помня, кто он и как попал сюда. Немногочисленное население городка состоит из карикатурных персонажей. В центре же его стоит храм Ордена Урожайной Луны. У привратника этого храма Стим выясняет, что культ может помочь ему вернуть память, если тот пройдет обряд инициации. Чтобы пройти обряд, придется выполнить ряд заданий, начиная от мелкого вандализма и заканчивая действиями, которые приведут к смертям жителей Харвеста. Я не буду рассказывать весь сюжет игры, он довольно насыщенный, поднимает многие философские темы. Сама игра — это даже скорее концептуальное произведение со своей моралью и видением. Скажу только, что жестокость тут проявляется как в самих сценах, так и в том, каким образом до нас доносятся взгляды персонажей на, казалось бы, обыденные для нас темы. Чего только стоит одна из сцен, которая описывает акт материнства как реальный каннибализм детей в отношении своих родителей. После такого даже сопутствующую расчлененку перестаешь воспринимать всерьез. 8 место. Soldier of Fortune. Солдаты удачи берут свое начало еще в 2000 году. Когда я об этом вспоминаю, то чувствую себя стариком. Именно в начале 2000-х я и познакомился с этой серией игр. В основе лежит классический сюжет боевиков конца 90-х, начала 2000-х. Наемный отряд профессиональных военных, которых и называют солдатами удачи, получают различные задания на противостояние организованным террористическим группировкам, которые оккупируют метро, захватывают заложников, похищают ядерные боеголовки и совершают прочие акты террористической деятельности. И кажется, что может быть не так с подобной игрой, а отличает ее абсолютно неоправданная для таких игр жестокость. Это первая игра в моей жизни, в которой я увидел вываливающиеся из брюшной полости органы, отваливающиеся от выстрелов и взрывов конечности и разлетающиеся на куски головы. Даже то, что моя версия была с зеленой кровью, никак не уменьшило впечатления, полученные при столкновениях с плохими парнями в этой игре. 7 место. The Darkness. Сюжет этой серии игр основан на одноименном комиксе. В нем нам рассказывается о Джеке Эстакадо, члене одной из мафиозных группировок и профессиональном убийце, получившем в наследство сверхъестественные мистические способности. С самого детства Джеки познал, что такое жестокость. Он рос в приюте, и поэтому он не признает чей-либо авторитет, ни о чем не жалеет и ведет себя как настоящий сорвиголова. Уже в 6 лет наш герой попал в банду к своему дяде, а в 16 впервые убил человека. С тех пор для него смысл жизни, как своей, так и жизни других людей, был потерян.
Но жил он только ради своей любви по имени Дженни Романо. В 21 год у Джеки начинает проявляться тьма и овладевать им. Однажды наш протагонист решает покончить с мафией и уйти, что не нравится главе преступной организации. Тот похищает Дженни и убивает ее, записывая процесс на видео. Вместе с девушкой умирает и последний смысл жизни Джеки. Теперь ему нужна только месть. Тьма дарует нашему главному герою особые способности. Он практически неуязвим для пуль, может передвигаться по вертикальным поверхностям, создавать темную материю, призывать миньонов из тьмы, а главное использовать специальные ксеноморфоподобные щупальца в борьбе за отмщение. При помощи них Джеки может сбивать с ног врагов, отрывать им головы, вырывать позвоночный столб и даже разрывать на части. Способности открываются постепенно и усиливаются, когда щупальцы съедают вражеские сердца. Все это нам показывают без какого-либо стыда и во всех подробностях. Поэтому The Darkness заслуженно занимает 7-ю позицию в нашем топе. 6-е место. Prototype. Если бы в GTA добавили фантастику, мутации и убрали все ограничения и цензуру, она бы могла выглядеть именно так. Этот экшен-адвенчер с открытым миром рассказывает нам о современном Нью-Йорке, где распространяется эпидемия, превращая обычных граждан в кровожадных мутантов. Главного героя этих событий зовут Алекс Мерсер. В один день он приходит в себя в морге в штаб-квартире корпорации Гентек, в тот момент, когда его пытаются вскрыть. Алексу удается сбежать, и он обнаруживает у себя сверхчеловеческие способности, из-за которых спецслужбы и военные считают его виновником эпидемии. Из-за этого он вынужден скрываться на острове Манхэттен. Под нашим управлением персонаж может свободно передвигаться по городу, сражаясь с многочисленными мутантами и военной техникой, попутно поглощая их и собирая информацию о происходящем. В начале набор суперспособностей у игрока минимальный, но по мере прохождения игры персонаж будет получать очки опыта, которые можно потратить на прокачку умений и открытие новых. Также специальные знания типа владения оружием и управления транспортом у Алекса приобретаются с помощью поглощения персонажей, содержащих эти знания. Умения можно комбинировать на свое усмотрение. С их развитием игрок может устраивать настоящий хаос в городе, цепляя щупальцами автомобили и существ и разрывая последних в клочья. Крови и расчлененки в этой игре столько, что порой на экране просто не видно ничего, кроме бордовой массы из крови, конечностей и органов. Поэтому эта игра заслуженно занимает 6-е место в нашем топе. Стоит также добавить, что есть вариант прохождения практически без жести, но кому это интересно? Перед тем, как приступить к 5-ке самых жестких игр, давайте быстро пробежимся по всему топу с 20 по 6 место. Вот мы и подошли к финишной прямой. Игры, которые вы увидите далее, наполнены немотивированной агрессией, а геймдизайнеры в них сделали большой упор и тщательно проработали каждый акт жести и садизма, и позаботились о том, чтобы вознаградить игрока за жестокость. 5-е место. Mortal Kombat. Это, без преувеличения легендарная и до сих пор выдающая новые продукты вселенная, является одной из самых старых в этом топе.
Кроме игр, «Смертельная битва» — это фильмы, мультфильмы, сериалы, комиксы, карточные игры и многие другие произведения в различных сферах. Эта вселенная имеет миллионы поклонников по всему миру и во всех возрастных категориях. Сам я в детстве мог сутками залипать у кинескопа, играя в китайскую версию игры на Денди и затирая кассету на видеомагнитофоне. Первая часть серии игр Mortal Kombat была создана Эдом Буном и Джоном Тобиасом еще в 1992 году для игровых автоматов, а затем была портирована на игровые приставки. Одной из отличительных черт игры стало использование спрайтов и отснятых анимаций реальных актеров и, конечно же, жестокости. В первую очередь своей системой кровавых добиваний фаталити. Чтобы выполнить фаталити, игрок должен набрать определенную комбинацию кнопок за короткое время. Именно из-за фаталити было принято окончательное решение о создании ESRB, организации, раздающей рейтинги играм и прочему развлекательному контенту. Позже появилось еще несколько стилей добивания, среди которых есть бруталити, жестокий вид добивания, в процессе которого оппонента добивают длительной комбинацией ударов, порой разносящей его на мелкие кусочки. В последних нескольких частях игры также добавили X-Ray, особую атаку, при анимации которой нам показывают все подробности травм, как будто мы наблюдаем через рентген. Особенно поразительно то, что с течением времени игры серии Mortal Kombat становятся более жестокими и реалистичными, несмотря на запреты, а фанатов серии становится все больше. Четвертое место. Люциус. Сюжет этой игровой франшизы очень сильно напоминает серию фильмов «Омен». Мальчик по имени Люциус появляется на свет 6 июня 1966 года или 6.6.66. Думаю, намек вы уже поняли. Изначально он ведет себя как совсем обычный ребенок и ничем не отличается от сверстников. Но все меняется, когда ему исполняется 6 лет. В этот день мальчик узнает свое истинное предназначение и истинного отца, которым является сам принц ада Люцифер. Главная цель Люциуса – убить всех обитателей загородного особняка, в котором он проживает. А для этого Люцифер наделяет его особыми способностями – телеэпирокинезом и гипнозом. При этом все смерти должны быть похожи на несчастный случай. Кто-то примет рояль на голову, кто-то упадет на работающую пилу для разделки туш и так далее. Нам же все это демонстрируют во всей красе, абсолютно не стесняясь. Расчлененка и другие происшествия тут изображены довольно реалистично. Но во второй части игры Люциус превращает в кровавое месиво целую больницу, обрабатывая этаж за этажом, используя подручные предметы и суперспособности. Вы спросите, а почему эта серия игр находится аж на 4-й позиции, если в предыдущих франшизах тоже есть кровь, расчлененка и садизм? Все очень просто. В отличие от предыдущих игр, в играх про Люциуса убивать людей — это не сюжетная арка, а прямая обязанность, и никуда вы от этого уйти не сможете. Вот мы и подобрались к топ-3, и это будет жестко. Третье место. Postal. Postal — это франшиза, которая принадлежит студии Running with Scissors. Игры серии известны своей чрезмерной жестокостью, противоречивым содержанием и ироничным отношением практически ко всему происходящему в жизни современного человека. Первая игра Postal, изданная в 1997 году, представляла из себя изометрический шутер. Главного героя франшизы зовут просто Чувак. Уже по первой части игры мы можем судить, что чувак, мягко говоря, не совсем здоровый психически, так как в голове у него навязчивая идея о том, что все вокруг заражены неким вирусом и могут заразить его. А виновата, по его мнению, во всем авиабаза и располагающиеся на ней военные. Поэтому он пробирается к ней, убивая всех на своем пути и зачищая базу, а затем направляется в школу, но там падает в обморок и просыпается уже в психушке, откуда впоследствии удачно сбегает. Оказывается также, что он ведет дневник, в который записывает свои рассуждения по пути на очередную резню. И записи это, несмотря на попытку авторов в иронию, выглядят слишком серьезно и пугающе. Позже к первой части выпустили несколько дополнений, а также русскую локализацию Атакела под названием Postal Plus. В 2003 году вышла жемчужина серии, если ее так можно назвать.
Полноценная Postal 2. Игра сменила изометрию на полноценный шутер от первого лица, что абсолютно поменяло восприятие происходящего игроком. Чувак вместе с женой и псом переехал в городок Paradise и устроился работать маркетологом в студию Running with Scissors, которая разрабатывает игру Postal, что само по себе иронично. Но вскоре его оттуда увольняют, и он начинает выполнять задания жены и свои собственные, чтобы заработать. Игра делится на дни. Каждый день содержит задания, после выполнения которых игрок может заниматься чем хочет. И вот тут-то начинается самое интересное. Разработчики предоставляют нам все условия для того, чтобы творить жесть. Кроме огнестрельного оружия у нас есть возможность использовать, например, лопату, чтобы отрубать головы прохожим, канистру с бензином, чтобы обливать и сжигать кого угодно. Мы можем мочиться прямо на людей, на что те будут реагировать бурно и творить прочий беспредел. Да что говорить, тут котов можно натягивать на ствол и использовать их как глушитель. Кроме того, окончательно становится понятно, что главный герой болен. Ведь если его арестует полицейский, чувак начинает оправдываться, что все это дело рук игрока, который управляет им при помощи клавиатуры. И это в какой-то степени ломает четвертую стену. Также эта часть серии пестрит расистскими, сексистскими и прочими резкими высказываниями и постиронией в сторону осуждаемых обществом событий. Второе место. Manhunt. В перерывах между разработкой очередных частей всемирно известных и легендарных франшиз GTA и Red Dead, корпорация Rockstar Games, а именно два ее отделения Rockstar North и Rockstar London, находящиеся в Великобритании, умудрились разработать одну из самых жестоких франшиз в истории компьютерных игр, которая образовала вокруг себя множество споров и была запрещена во многих странах мира. Ее обвиняли в подстрекательстве к убийствам и часто делали виновной в убийствах, которые совершали дети, играющие в Manhunt. Кстати, полицейское расследование опровергло связь между игрой Manhunt и убийствами. Также Manhunt 2 стала первой игрой в истории на ПК, получившей максимальный рейтинг ESRB A, только для взрослых. Стилистика франшизы — это стелс-экшен и сурвайвал-хоррор от третьего лица. В первой части серии нам предстоит играть за Джеймса Эрла Кэша, профессионального убийцу и преступника, которого приговорили к смертной казни через инъекцию. Но после процедуры он не умирает, а просыпается в незнакомом месте, где с ним по громкоговорителю начинает общаться человек, который, как выясняется, является режиссером из Вайнвуда по имени Лайонел Старквейзер. Он выкупил Кэша, и теперь тот участвует в жестоком шоу, которое проходит на территории Картер-Сити, города, населенного убийцами, маньяками и отморозками, которых называют охотниками. Нашему персонажу предстоит выполнять жестокие задания режиссера, убивать охотников и при этом остаться живым. Убивать можно двумя способами: вступать в прямую драку, либо совершать скрытные убийства, или, как тут их называют, казни. Но напрямую драться с охотниками очень сложно, а если охотник не один, практически нереально, потому что игрок пропускает много ударов и получает много урона. И это подталкивает нас к особому способу убийств в данной игре – казням. В них и скрыта основная жесть, которая происходит в серии игр Manhunt. Для казни мы должны незаметно подкрасться, либо напасть из тени на ничего не подозревающего человека с определенного расстояния. При этом у нас есть три степени жестокости казни – белая, желтая и красная. Чем дольше мы удерживаем кнопку атаки, тем жестче будет казнь. Для скрытых убийств в игре есть набор оружия от одноразовых целлофанового пакета и куска стекла до серпа и огромной боевой биты. При этом огнестрельное оружие используется только при прямом столкновении. Во второй части игры появилась возможность выполнять казни с возвышенного места и использовать окружающие предметы. А также добавилось новое оружие. Все типы казни в этой серии игр, даже белые, являются крайне садистскими и жестокими, и даже у меня в свое время вызывали шок. Несмотря на то, что я хорошо был ознакомлен с расчлененкой и кровавыми играми уже к тому моменту, когда проходил первую часть. Уверен, что многие будут испытывать отвращение и закончат играть уже после первого часа, так как с наслаждением играть в Manhunt просто не выйдет. А для некоторых этой серии игр и вовсе будет психологической пыткой.
Можно смело сказать, что Manhunt — это безумие в квадрате, причем в плохом смысле. Первое место. Hatred. Пройдя в подростковом возрасте Postal 2, Manhunt и другие игры из этого топа и повидав много жести, я думал, что ничем меня уже удивить, а тем более шокировать невозможно. И так я думал до лета 2015 года. Именно тем летом состоялся релиз второй игры в истории, которая получила максимальный рейтинг ESRB А, только для взрослых. Причем, в отличие от целого набора Manhunt 2, Hatred удостоилась такого рейтинга уже только за сцены насилия. Разработана игра была польской студией Destructive Creations. Зимой 2014 года игра появилась в Steam Greenlight, и в этот же день была удалена с платформы из-за ее антисоциального и деструктивного содержания. Однако через пару дней Гейб Ньюэлл принес свои извинения лично руководителю студии, и игра вернулась на платформу. Hatred представляет собой изометрический аркадный шутер. Главный персонаж – массовый убийца и мизантроп в крайней форме. Основное занятие в игре – убийство невинных граждан и полицейских, которых персонаж называет живыми щитами, а на поздних этапах игры – военных. В игре масса вариантов добиваний и казни ни в чем не повинных людей, которые демонстрируются во всей красе. Сами казни показывают не в изометрии, а от третьего лица, будто мы являемся непосредственным свидетелем. Создатели намеренно разработали игру, которая идет против современных трендов политкорректности, гуманности и эмпатии, за что получили массу отрицательной критики. И лично для меня дело даже не в том, что персонаж убивает ни в чем не повинных людей. Дело в том, что его мотивирует. Само название Hatred переводится как «ненависть». Главный персонаж еще во вступлении рассказывает о том, что он ненавидит людей, и что пришло его время убивать и умирать. При этом его мотивация не основана на религии или идеологии, он не пытается защититься, у него нет галлюцинаций. Он вполне осознанно и серьезно убивает ради самого убийства. И это все, что нужно протагонисту, если можно его так назвать. И это действительно пугает и поднимает градус жестокости на максимум, а усиливает мрачную атмосферу гамма, в которой игра сделана. Изображение в ней черно-белое, и единственные вещи, которые здесь изображаются в цвете, это кровь, огонь и блики полицейских маячков, что делает акцент игры на жестокости еще более концентрированным. Это был топ-20 рейтинг самых жестоких игр в истории. Остается добавить, что сейчас с новыми законами, ограничениями и цензурой навряд ли кто-то сместит Hatred с ее заслуженного трона. Но кто знает, на что могут пойти разработчики игр ради скандала и обсуждаемости в СМИ. Если вам есть что добавить, пишите в комментарии и не забывайте ставить лайк этому видео, чтобы поблагодарить меня за проделанную работу. А с вами был Никитка. Будьте адекватными. До скорых встреч.